Всем привет! С вами канал Культурный Код, я Игроглаз. Сегодня хочу рассказать про важную такую вещь, как мотивацию при изучении иврита. Я почти что год уже в Израиле, когда я только приехал сюда. Я еще не знал вообще, хочу я тут жить или нет. Но я сразу же в первый месяц, как только мы приехали, начал слушать аудиокурс по ивриту. Многие видели наши видео, где мы конечно, этот аудиокурс это жесткая вещь, потому что мы его слушали на улицу, слушаемость была не очень, и зачастую мы там путали какие-то слова. Но на самом деле это все равно помогло, даже до сих пор у меня некоторые слова из этого аудиокурса, спустя год почти, они у меня всплывают, и они помогают мне что-то понимать. Например, ехоль, ехала. Вот этот глагол, ну, ехоль это мочь, могу. То есть они ехоль, я могу. И вот в моем курсе, который я сейчас, например, прохожу уже серьезно, до сих пор еще этого глагола нет, хотя он как бы такой, ну, базовый, по идее. У меня там глагол царих есть, то есть требоваться, требуется. Вот, а ехоль до сих пор нет, я жду, когда он появится. Вот, и после того, как вот я прослушал первую часть курса, у меня появилось какое-то базовое, хотя бы, ну, примерно ты слышишь, когда тебе говорят мани шма или шалом в таком ключе. Я не занимался ивритом типа полгода. Ну, то, что я программировал свои проекты, хватало чем заняться. Мотивации особо не было изучать иврит, потому что тогда еще тоже мы изучали еще страну, думали, как тут вообще тут оставаться или нет. Вот. Но в итоге нам понравилось очень в Израиле. И мы так составили список минусов, да, список минусов Израиля. И для нас список минусов Израиля был тогда еще, на то время, ну там типа зима-весна прошлого года. Это то, что тут жаркое лето, которое мы еще в то время, еще мы его не знали, оно жаркое или нет, и непонятно было. Дальше минус язык, ну, потому что мы его не знали, соответственно, английский у нас свободный, поэтому был такой важный очень минус. И минус то, что тут дорого. Ну, а где сейчас дешево в целом так? Ну, а мы свободные художники, поэтому вот этот вот аргумент, то, что ну вот вы просто идите работайте тут, и вы будете получать дофига денег, он у нас не работал, потому что мы работаем своими делами, занимаемся, я там программирую свои игры, мы занимаемся всякими творческими вещами, видео снимаем. В общем, у нас доходы, они не связаны вообще как-то вот ну, с Израилем напрямую, и, соответственно, мы как бы вот, ну, местный уровень жизни очень высокий, мы его как бы не покрываем. То есть этот минус, он, наверное, такой остается, так или иначе. Но вот остальное, например, лето, не такое уж оно и жаркое. То есть вот у нас мы жили в Москве 10 лет в одной квартире, и там мы жили на солнечной стороне, в панельном доме, и порой в этом панельном доме на солнечной стороне у нас не было кондиционера, и мы нормально как-то переносили это все. Порой было жарче, чем тут, в Израиле, извините. Ну, тут мы сейчас на севере проводили лето, ну, если хочется сказать, зимовали. Но вот в Израиле, если в Москве ты зимуешь, да, то в Израиле ты летуешь. Да, то есть тут лето надо пережить, а остальное время, то есть 9 месяцев в году в Израиле шикарная погода, ну, идеальная, на мой взгляд. И вот 3 месяца, да, жаркое лето. На самом деле, еще раз, это жаркое лето, оно, в принципе, ну, не сильно жарче, чем в Москве, в нашей панельке, где мы жили. То есть у нас вообще как-то это, ну, нормально. Конечно, есть в Израиле места типа Эйлата, где летом, наверное, действительно жарковато, без кондея. Ну, у всех везде кондеи. Мы кондеи не включали практически, поэтому практически, так сказать, бесплатно это лето провели. Вот. Но смысл в том, что, в общем, проблема минус лета, он отпал. Прекрасно. Остается две проблемы. Это язык и, ну, дороговизна. Да? И вот с языком, собственно, я начал думать, что делать вообще, потому что когда уже стало понятно, что лето тут хорошее, нам нравится местное лето, оно такое жарковатое, но не слишком. То есть вечером ты спокойно гуляешь. После 6 вечера у тебя, пожалуйста, до ночи гуляй и обходись. Потому что нам очень важно каждый день гулять. В общем, летом вполне можно гулять вечером. Прекрасная погода летом по вечерам. Вот, соответственно, оставалась проблема языка. И вот я начал учить иврит. Когда я его начал учить, ну, 2 месяца назад я начал учить иврит, я начал читать какие-то учебники, посматривать какие-то видео, и вот чуть-чуть ознакомился с грамматикой иврита. 2 месяца назад. Месяц назад, то есть я месяц потратил на грамматику, месяц, и я ничего не запомнил вообще, ну, примерно так вот
знаете, прошелся галопом по Европам, что-то там выписывал, что ни хрена вообще не запомнил, можно сказать. Ну, просто примерно так, знаете, как вот слепого человека запустили куда-то потрогать, и вот он трогает. Да, вот я так примерно по ивриту прошелся. Ну, всю грамматику прошел, вот всю грамматику. То есть, ну, от каких-то базовых вещей, связанных с построением, до биньянов, до построения будущего, прошедшего времени. То есть я вот дошел до этого, но ничего не запомнил, в принципе, практически. Но все прошел за месяц. И вот потом я через месяц, вот этот месяц, который только вот сейчас прошел, второй месяц, я изучал уже иврит в курсе Duolingo. Это такая аппликация, приложение на телефоне, ну или на компьютере. И там вот такой плотный, хороший курс. Мне повезло, что я его нашел. Штукенция вот его нашла, мне показала, и он мне очень понравился. И вот я по нему занимаюсь, и у меня прямые эфиры иногда бывают. И вот я месяц занимался по этому приложению, и то есть я понял, что в целом, как бы, ну, иврит, он вполне себя изучаем. Иврит – это язык очень сложный, он легче, чем русский, безусловно. Иврит легче, чем русский язык, но он сложнее, чем английский, наверное, во многом по причине того, что он просто очень необычный. То есть русский язык и английский, они на самом деле довольно-таки похожи. Но вообще английский – это самый простой язык в мире. Да? Именно поэтому он язык международного общения, он просто простой, блин. Вот. Потому что там каких-то падежей нет мужского и женского рода фактически. Да? В иврите, например, все на мужское и женское делится. И когда ты изучаешь новое какое-нибудь существительное, то тебе первым делом ты думаешь, так, а какого оно рода? Вот первым делом, что тебе нужно запомнить. То есть тебе нужно в иврите не только запоминать слова, но и их род, это важно. Вот тут нет среднего рода, все на мужское и женское. Такой, знаете, в этом плане иврит, он такой очень консервативный язык. Люди, если вот вам не нравятся тенденции западные, то, что везде там 73 разных видов полов придумали, ну, типа там гендерные вот эти всякие штучки-брючки, то в Израиле это одна из консервативнейших стран по культурному коду, в плане того, что тут просто нет среднего рода. Даже русский язык и вот русский культурный код, он менее консервативен. Ну, естественно, он как бы моложе на 3000 лет. Вот, то есть в Израиле четко мужское и женское. Нет никакого среднего рода, нет никаких там 100 тысяч полов, хотя тут тоже гей-парад в Тель-Авиве проходит и все такое. Как бы, но именно культурный изначальный фундамент, он вот такой. Это прикольно, в этом есть что-то такое. И, ну, в итоге, как бы, сейчас вот я учил иврит этот месяц, и я начал его изучать очень плотно. Ну, вот вы видели, наверное, мои первые прямые эфиры, я по 6-8 часов в день сидел. Первые 3 недели, наверное, я так очень плотно изучал. И вот сейчас я уже вышел, ну, на какую-то базу, как я говорил, на такую элементарную базу. Я сказал бы даже, что это не полноценная база, но элементарная база, которая уже, типа, вот сейчас я вот учу иврит каждый день. То есть нельзя пропускать ни одного дня. То есть даже если ты при смерти, ты обязан взять и повторить слова, ты обязан пройти упражнение, ты должен. Вот это, собственно, секрет изучения иврита. Хотите выучить иврит, даже занимаясь по 5 минут в день. Вот главное ни одного дня не пропускать. Ну, пропустили, хрен с ним, но вот желательно не пропускать. Вот, соответственно, сейчас я учу иврит типа по часу, по 2 в день максимум. Но если у меня новый материал, то я делаю стрим, когда прохожу, то дольше. Вот, но в целом сейчас я вышел уже такой на энергосберегающий режим, потому что я очень сильно уставал, конечно, от изучения иврита. Это тяжело, хотя мне нравится. Нравится именно потому, что у меня есть какая-то вот такая, знаете, жажда в плане филологии. Я в свое время даже ходил на лекции по филологии у нас в МГУ, когда учился. Ну вот я ходил на карате, и пока я ждал тренировку по карате, потому что типа наши занятия на нашем факультете естественном, я на факультете пищеведения учился, они заканчивались типа ну, в 3-4 часа, а тренировка, я на карате ходил, тренировка начиналась в 7. И вот 3 часа надо было что-то делать, что я делал. Я шел на факультет филологический и слушал лекции, сидел. Мне нравится про языки. Ну, там, конечно, по русскому языку в основном были лекции какие-то, да. Ну, философию иногда я посещал. Но, тем не менее, мне как-то вот всегда была вот какая-то такая в этом направлении у меня интерес. Плюс я даже какие-то писал статьи в свое время на разные темы. И книжку я до сих пор пишу еще. Планирую. Этим занимался в том числе и в Израиле. Вот, и в общем, у меня есть какой-то к этому интерес, это тоже сильно помогает. Но в целом, вы знаете, вот я столкнулся с тем, что я перегорел в плане иврита. То есть вот я по 6 часов фигачил иврит, по 8, и я
мне казалось, я когда начинал проходить этот курс, я думал, ну вот сейчас я за 2 месяца пройду этот курс. Потому что когда я только начинал его проходить, вот эти первые уроки, я проходил по 2 урока в день. Я так посчитал, так, ну окей, вот тут типа 70 уроков, но я сейчас за месяц, ну ладно, за 2 пройду этот курс, и вот у меня уже будет супер база, я такой буду клевый и веселый, и так здорово все будет. Оказалось то, что, блин, короче, чем дальше, тем сложнее. То есть сейчас вот у меня какой-нибудь новый материал, сейчас каждый урок, ну и всего там сколько, не знаю, то ли 50, то ли 70, ну это не важно, потому что их дофига. Каждый урок это 50 новых слов, а в каждом уроке два блока по 50 новых слов. Представьте себе 50 новых глаголов. Например, сейчас вот я изучал глаголы, сейчас вам скажу какие, PL, и вот у меня они выписаны в блокнотике, да, и это 50 глаголов, и ты их изучаешь на одном уроке. И второй блок этого же урока, это еще 50 там новых прилагательных. И это, ну, очень долго, и в итоге я думал, что я буду проходить один урок в день. Оказалось теперь, что сейчас я прохожу один урок типа за, ну, можно при режиме типа 6 часов в день, можно проходить один урок за 2 дня. Ну и, соответственно, при режиме, там, как я сейчас прохожу, типа 1 час, 2 часа, то это я 4 или 5 дней трачу на один урок, ну, по крайней мере, я усваиваю эти слова. А секрет в том, что они хитро так сделали в этом приложении. Это хорошее приложение, лучшее. То есть лучший способ изучить иврит самостоятельно – это вот это приложение Duolingo. И это не реклама, к сожалению, мне ничего не заплатили, но просто вот я сам прохожу, и как бы это бесплатно. Там можно вообще бесплатно, совсем бесплатно, с бесконечными сердечками. Я на стриме рассказывал, как это делается. Если кому-то интересно, зайдите на мой стрим, спросите, я вам расскажу. Этот страшный секрет. И это лучший способ учить иврит вообще, наверное. То есть даже если вы ходите в ульпан, знаете, как с ульпаном, расскажу вам тоже про ульпаны. Ульпан – это групповые занятия, с вами будет 20, а то и 30 человек. Соответственно, внимание к вам, ну, не очень. И я просто видел такую табличку, если вы учите иврит самостоятельно, один, ну или индивидуально будем говорить, с учителем, то это в 2 раза быстрее, чем в группе. Вот. Получается то, что Duolingo это как ваш учитель. Конечно, с учителем круче, потому что он вас там поправляет, он вас там развлекает. Ну, тоже в зависимости от типа человека. Я интроверт. Я вообще не очень фанат общения с кем-либо. Мне нравится общение вот дистанционно, так сказать. Я слушаю всякие лекции всяких профессоров, да, вот мне доставляет это удовольствие. Но в целом, как бы, я не любитель общения вообще ни с кем. Я выбираю себе каких-то умных людей в интернетах, и вот их слушаю и с ними как-то общаюсь, да. Вот, соответственно, я не уверен, что мне бы вообще зашел ульпан или занятие с каким-то индивидуальным преподом. Наверное, я дойду до какого-то такого уровня иврита, когда мне это будет необходимо. Упрусь когда в потолок. Но сейчас я даже близко, как бы, вот я прохожу это приложение, я понимаю, что я его год еще буду проходить. Может быть, больше. И мне это вот так вот хватает. Я отдельно читаю по книжкам грамматику и вот прохожу практические материалы по вот этому курсу. И это просто, ну, лучшего, мне кажется, обучения. То есть, если я сейчас купил бы лучшего преподавателя по ивриту, то за то же самое время я бы лучше не выучил ничего, потому что тут я прохожу в своем ритме, тут я могу над одним, над той же фразой посидеть там 5 минут, подумать, почесать, посмотреть этимологию слов, откуда какое слово произошло, мне это нравится, рыться в этом. И вот, в общем, тут вот мой ритм, я не завишу ни от кого, у меня вот есть охотка, у меня есть настроение позаниматься ивритом с утра. Я позанимался с утра, захочу вечером, пожалуйста, вечером. А когда с кем занимаешься, ты к нему привязан. Ты там заплатил деньги, должен в такое-то время подойти, хочешь ты не хочешь, болит у тебя живот, ты не выспался или что-то. В общем, большой плюс изучать иврит самостоятельно, на самом деле. Ну, конечно, наверное, не всем это произойдет, не подойдет, но и главная тут проблема, это мотивация. Вот про что я сегодня хочу поговорить. Ну, я издалека, как обычно. Мотивация. И вот знаете, вот я реально выгорел немножко, когда вот начал только изучать иврит, ну, типа, через пару недель, через 3 недели у меня очень были высокие такие ожидания. Ну, я такой, типа, ну, как же, я умный такой человек, типа, но не глупый, как минимум. Я сейчас, как бы, этот иврит вот выучу, типа, за месяц, за 2, я уже начну вообще просто все читать, все понимать. Я накачал себе фильмов на иврите, всяких там шоу, всяких сериалов, скачал себе всяких книжек, и вот я думал, ну, все, сейчас я и буду читать, слушать аудиокнижки. Ну, я, да, 2-3 недели я позанимался. Я как бы, когда включаю какие-нибудь там сериалы, фильмы,
Ну, я понимаю предлоги, я понимаю местоимения, но большинство слов вообще мимо идут. То есть какие-то что-то ты там угадываешь, что-то выцепляешь. Когда идешь по улице, я вот на улице я лучше понимаю, чем в сериалах. Потому что в сериалах там быстро все лопочут, а по улице я чувствую, так, вот тут я поймал, тут я поймал, тут я поймал, о чем примерно понимаю, что там говорят. Вот. Но в целом, как бы, я так расстроился. Я думал, ну блин, я думал, все будет проще. Я думал, иврит проще, да, чем он есть на самом деле. Он сложный. Он сложный, чтобы именно не просто типа шалом манишма, а именно понимать, как бы, вот какие-то более или менее сложные вещи. Там, газеты читать, журналы. Даже какие-то простые там детские книжки. И в итоге, я так сказать, стиснул зубы, подумал, ну ладно. Все равно. И вот я начал понемножку, вот спустя третью неделю уже дальше, то есть с каждым новым уроком, где я там вот 50 слов я в себя запихну, я по ним поделаю упражнения, и я вот чувствую, что они реально начинают появляться вокруг меня. Вот что меня начало мотивировать вот сейчас, это то, что эти слова, они, знаете, как вот так вот, как пузыри мыльные. Чпок, чпок вокруг тебя. Я вот начал сейчас, только сейчас, спустя 2 месяца. То есть месяц я учил грамматику, месяц я учил сейчас вот слова. Ну, активно. И вот сейчас, вот только сейчас у меня начинают вот эти вот пузыри, они начинают появляться вокруг меня мыльные и лопаться. Пузыри счастья, да. Я вот вчера я гулял по улице, я посмотрел на рекламный щит какого-то кандидата, и я смог все прочитать на нем. Ну, вот как бы вот рекламные слоганы какие-то, типа мы сделаем нашу страну сильной, что-то такое, наш город, ну, вот хазак, это слово сильный, да, или там вот что-то такое, мы сделаем наш город чистым, ну, Наки это чистый, вот, Ир это город, я не знаю, там, ну, какие-то глаголы тоже узнаешь. То есть вот я начал замечать, что я могу прочитать вот целую фразу, которая написана. И меня вот это мотивирует. Я начал чувствовать, что как бы вот я иврит учу не просто так, вот он мне начинает пригождаться. Я могу что-то понять. Я могу понять, что мне люди говорят. Я могу сказать, ну я давно уже мог сказать, типа, шлаша, миот, гвина, бивакаша, там 300 грамм сыра, пожалуйста, в таком ключе в магазине. Но это как-то не очень сильно меня мотивирует. А вот именно то, что я могу прочитать какие-то такие вот осмысленные вещи, это уже приятно. То есть вот тут такой важный момент. Если вы столкнулись с такой же проблемой, как и я, если вы начинаете выгорать, то есть вы потратили уже типа 100 часов на изучение иврита, да, там, по 6 часов в день сидите. И вот вы как бы непонятно, нахрена вы это делаете. Потому, окей, наверное, если вы такой вот человек, который где-нибудь работает, если вы как бы встраиваетесь в систему сразу, вам это, в принципе, сразу, наверное, пригождается. И у вас есть мотивация, то, что вот вы учите иврит, и вы устроите на какую-то работу и все такое. У меня такой мотивации нет, потому что я свободный художник. Да? Я, уман. Знаете, уман пануй. Я сначала говорил, это абсолютно неправильно, потому что пануй это свободный в плане, типа, туалет свободен. Да? Шарутим пануй, это вот в туалете типа никого нет. Пожалуйста, заходи. Пануй это неправильное как бы слово в плане свободы. В плане свободы правильное слово, вот я его позавчера выучил, я записал, я его еще не выучил. Свободный, сейчас я вам скажу. А? Ацмай, откуда ты знаешь? А я слышала, как ты его учил. Вот в нашей семье это смешно. У нас очень смешная семья. У нас вот есть один идиот, я, и очень умный человек, штукенция. По крайней мере, вот в некоторых областях у нее реально лучше мозги. Вот она что-нибудь, я учу иврит вслух, она что-то там готовит, там котлеты жарит краем уха. Услышала и сразу же запомнила. Она знает ацмай, да. Ну, наверное, сейчас я проверю. Ну, по-моему, да. Вот, независимый, наверное, да, у нас ацмай. Да. Ацма это независимый, свободный независимый. Как бы. Вот. Штукенцы, давайте ей поаплодируем. Вот. Просто в шоке от нее. И, кстати, часто мы с ней идем по улице, и нам что-то говорят. Она учит иврит в 5 раз меньше, чем я. Она где-то там в начале этого дуалингва, вообще далеко.
что-нибудь нам говорят, я такой, ну, где-то иврит уже, как бы, вот, я уже как бы сколько его учу, и я, блин, не понимаю, что мне говорят. Я потом, пройдет какое-то время, я такой, так, ага, вот это, вот это, вот это. Мне очень долго нужно думать. Она мгновенно, то есть у меня очень хороший музыкальный слух, а вот у нее очень хорошие вот эти вот когнитивные способности к языкам, на самом деле, потому что она их впитывает как губку, удивительно. Вот, но, конечно, тем не менее, если вот так вот сравнить наш словарный запас, то у меня есть 1000 слов, у штукенции. Сколько у тебя есть слов? Ну, наверное, типа 300. 300, но она их вот как-то вот лучше их использует. Конечно, у всех людей очень индивидуально разные способности к языкам. Кому-то есть люди с фотографической памятью, они взглянули на страничку и все. Если вы такой же тугодум, как я, не волнуйтесь, иврит можно выучить. Вот я вот учу, и у вас получится. Вот, то есть, еще раз, как бы, проблема мотивации. На самом деле, самое главное в изучении языка что? Мотивация. Да, особенно если у вас он идет тяжело. Но у штукенции, кстати, вот мотивация очень низкая. Прям вот ей тяжело. Она не может проходить этот курс дуалингу. Но это, кстати, тоже вот такое различные способы, различные наши плюсы и минусы. То есть я могу дуалингу проходить 6 часов подряд. Я, конечно, подустану, но могу. Штукенция не может полчаса над ней просидеть, потому что она устает безумно. То есть вот у нее такой тоже способ, ей тяжело вот эти вот задачи какие-то решать, но при этом она вот мгновенно выхватывает. То есть у каждого человека, у любого человека есть свои какие-то сильные и слабые стороны, и нужно их стараться применять, так или иначе. И главное в изучении языка – это мотивация. То есть, вот еще раз, наверное, если бы я жил в России, если бы был в России, как бы мотивация изучать иврит, она равна нулю. Но если вы ходите в какую-нибудь синагогу, и вы религиозный человек, то мотивация, конечно, выше крыши. Да, но для такого светского человека вы абсолютно, как бы, наверное, тоже можно, вот именно мотивация в том плане, чтобы устроиться, когда ты приезжаешь уже в Израиль, когда ты репатриируешься, на какую-то получше работу найти, в таком ключе. Но для свободных художников, как бы, вот мотивация, у меня мотивация, моя изучить иврит, это впитать культурный код. Я хочу стать израильтянином. Сейчас я израильтянин на бумаге. То есть у меня есть паспорт, как бы, но я себя не чувствую своим тут. Ну, про это мы еще поговорим, как бы, дальше. Про своячество в Израиле. Вот, чтобы почувствовать себя тут в своей тарелке, не нужно носить кипу. Не нужно, я не знаю, там в синагогу ходить. Не нужно, я не знаю, вообще ничего не нужно. Будь таким, какой ты есть. В Израиле всех принимают такими, какие они есть. Еще раз, как бы, это Израиль, наверное, самая разнообразная страна, но одна из самых, наверное, даже самая разнообразная. Знаете почему? То есть даже Америка, США, казалось бы, ну как США, она более разнообразна. Да нифига. Понимаете, вот надо смотреть по процентному соотношению населения. В Израиле типа 13% ультраортодоксов, людей, которые супер религиозные, которые там, не знаю, закрывают вот повсюду, там одежда обязательно строгая, в шляпах таких красивых, под шляпой еще и кипа, вот, миллион, там, каждый мужчина должен вот весь Талмуд этот прочитать, там, 20 томов. Интересно, кстати, Талмуд, знаете, как устроен? Это страничка каждая Талмуда, там есть, он разделен, структурирован на разные вот кусочки. Но все очень прикольно, мне это интересно изучать с точки зрения вот какого-то культурного, опять же, культурно-исторического аспекта, мне это тоже интересно. Но не в плане религиозного, я не религиозный человек вообще, но мне любопытство есть, мне вот это интересно с точки зрения культурно-исторического аспекта, плюс я пишу фэнтези-книгу, где всякие мечи, магия, драконы, и для меня иврит это какое-то погружение в какую-то древность, и я черпаю из него вдохновение для себя. В этом плане Толкин, например, Джон Рональд Руэлл Толкин, который написал «Властелин колец», он абсолютно полностью вообще вдохновлялся из иврита везде. То есть его язык дворфов, например, гномов, у Толкина, это просто, ну, он просто взял и выкрал из иврита все. Руны, это вот, в принципе, буквы в иврите, ну, похоже очень все. Неважно. Про это я, кстати, снимал видео, у меня есть канал Букинатор про книги, и там я снимал видео про то, что как раз Толкин, он, ну, максимально, очень сильно все взял, ну, из еврейской, можно сказать, мифологии, из еврейской культуры, да, когда писал «Властелин колец». И особенно «Хоббита» писал, да, про гномов, которые возвращаются в одинокую гору. Это, собственно, как народ Израиля возвращался в Израиль, да. Один в один все.
Так вот, я, кстати, всегда себя ощущал дворфом. Я всегда себя ощущал гномом. Даже вот мое имя в интернете Тангар, которое я взял еще в далеком, типа, в 98-м году. В 98-м году я стал Тангаром, потому что мне очень нравится дворф, а так гномы друг друга называют. Вот, как-то это все, видите, сложилось, то, что я в итоге сейчас в Израиле живу. Вот как-то в душе я всегда был гномом, дворфом. Забавно. И в итоге, да, возвращаясь к изучению иврита, мотивация самая важная, и она у меня очень низкая, именно потому, что мне как бы иврит не нужен для выживания. Мне он нужен как именно способ воссоединения, да, то есть чтобы я почувствовал себя полноценным гражданином, членом сообщества, да, членом какой-то общности. Потому что без языка, даже вот со свободным английским, конечно, в Израиле очень многие говорят на английском, практически, все, честно говоря. Ну, смотря где, наверное, ну, в общем, редко, на самом деле редко ты не, ну, окей, ну, типа 50 на 50, наверное, да, встретишь, то, что человек знает английский или не знает. Но при этом еще 70 на 30, что он знает русский, потому что тут каждый третий как бы на русском может что-то сказать. Ну, в разных местах по-разному, есть места, типа, где каждый 10-й, где каждый 5-й, где каждый третий. Вот сейчас я в городе, где, мне кажется, 40% тут русскоязычных. Это один из самых русских городов, где я сейчас нахожусь. Вот. Что для блогера, на самом деле, не очень удобно, то что как бы ты не можешь снимать видео на русском на улице. Потому что все сразу понимают, о чем ты речь, и ты от этого сразу закрываешься, психологически это тяжело. В этом плане нам очень нравилось жить в Нидерландах, потому что мы там спокойно на русском снимали, и никто не понимает, о чем мы говорим. В Израиле как бы тоже хорошо жить блогеру в том месте, где на русском никто не говорит, чтобы ты мог свободно себя чувствовать на улице, мог снимать видео. Ну, дома я и так нормально, свободно себя чувствую. Ну, нужно избавляться от комплексов, конечно. Окей. Значит, следующий аспект мотивации. Это, да, ну, первое, самое важное для меня лично, это культурный код, но проблема тут в том, что эта мотивация, она разбивается именно об какую-то неудачу. То есть, когда ты начинаешь учить так плотно, ты думаешь, ну вот, сейчас иврит тебе покорится. Вот ни хрена он не покорится, это тебе нужно покориться ивриту, тебе нужно, так сказать, подогнуться и взять на себя эту ношу каждодневных занятий. Это сложный язык, вот реально сложный. Он совершенно не похож ни на английский, ни на русский. Ну вот вообще, не похож. На русский он чуть-чуть похож, порядком предложений, таких, порядком слов в предложениях более произвольным. Хотя он тоже закреплен на самом деле четко. В общем, это какая-то, знаете, я бы сказал, даже иврит это какая-то система мышления. Да, она какая-то вот немножко другая. В нем есть своя красота, в нем есть свои... прошу прощения, я включил себе... Купил себе вентилятор, ну, потому что жарко, чтобы он охлаждал. Этот вентилятор, он от компьютера работает. Ну, вот сейчас я его направил, ну, у вас может быть жужжание небольшое, уж простите. Направил на телефон, чтобы телефон охлаждался, потому что телефон очень сильно нагревается, когда снимаешь. Ну, сейчас типа 32 градуса, это вообще не жарко, как бы совсем. Я даже не потею, сижу. Уже, видимо, адаптировался организм. Но именно телефон греется на такой температуре, потому что телефон, он как бы заточен под несколько другие температуры. Вот, и мотивация в этом плане, она именно в чем сложность мотивации? То, что она исчезает, потому что ты как бы ощущаешь, что ну вот я сейчас возьму и выучу. Нифига. То есть нужно сразу приготовиться, что будет больно и тяжело. Вот, и успехи какие-то, даже вот ты вот в Израиле, да, то, что ты сейчас, я сейчас начну читать, ну да, ты можешь прочитать вывеску, но даже какую-то фразу на иврите ты хрен ее прочитаешь. Пока ты, вот, ну, у тебя, вот 1000, вот у меня сейчас словарный запас, 1000 слов. И это вот мне вот только сейчас, то есть 500 слов ты ничего не можешь понять. Забудьте об этом. 1000 слов. Я начинаю понимать фразы какие-то. Там, сям, вот тут, вот там, слышу, начинаю понимать, что говорят в целом примерно. Ну, это вот такая супер минимальная база. То есть вот 1000 слов это супер минимальная база. Я потому что, помните, я в своих видео говорю, что 500 слов, нет, 500 слов это чушь. Это вот типа попросить сыру в магазине. Конечно, можно и так. Лучше, чем ничего. Но вот именно, то есть, вот,
Знаете, самый сложный путь, это вот это такая, я бы сказал, такой провал мотивации. Это между 500 слов, 500 слов, да? Когда у вас 500 слов есть и 1000. Между 500 словами и 1000 слов у вас провал мотивации. То есть вы начинаете учить иврит. Первые 500 слов, во-первых, они легко даются. Вы их как-то впитываете. Они все простые тоже, все эти слова. У вас еще нет никаких биньянов. У вас еще грамматики особо такая, она минимальная какая-то. Вот, но когда у вас, вот вы уже пошли в предлоги, когда уже все предлоги, вот эти предлоги составные с местоимениями, вот вы уже так поглощаете. В какой-то момент вот у вас появляется вот эта база 500 слов, и вам кажется, что вы делаете упражнение, у вас получается, вы уже можете что-то читать там. У вас начинается такое ложное чувство уверенности в себе, то что ну вот иврит как зашел, как я сейчас смогу вот взять его и покорить. Я могу сейчас взять уже и смогу уже читать. Но потом вот проявляется вот этот вот провал мотивации, связанный с тем, что как бы у тебя вроде есть 500 слов, ты вроде как можешь, что-то ты слышишь, что-то можешь прочитать, какие-то простые фразы можешь сказать, но ты выходишь на улицу и понимаешь, что ничего не понимаешь. И вот тут ты начинаешь грустнеть. И еще это упирается в то, что, вот, ну, например, я не понимаю, а нахрена вообще я это делаю, да? То, что мне, в принципе, ну, для выживания в Израиле иврит не нужен. Вот, ну, мне он нужен для культурного кода, но если получается у меня не получается его учить, то вообще зачем я этим занимаюсь, если он не идет настолько. Вот, и тут нужно просто стиснуть кулачки. Вот этот провал, это самый опасный момент. До него, на самом деле, очень многие люди доходят и именно обламываются тут. И бросают учить. То есть, блин, я просто встречал вот лично с репатриантами, общался, которые тут живут по 20 лет. И вот у них словарный запас 500, слов. И они, вот, то есть, вот ты встречаешь вот этот вот риф, вот как Титаник, встречаешь айсберг этот, ты вроде знаешь уже немножко иврита, но ты ни хрена не понимаешь, и тебе кажется, что ты никогда не поймешь. И вот тут нужно стиснуть зубы, тут нужно взять себя в руки и продолжить. И добить словарный запас до 1000 слов. Из 1000 слов, вот 1000 слов словарный запас, вы почувствуете, что вы начинаете понимать, что происходит вокруг. Вы начинаете читать уже именно не просто какие-то слова, вы начинаете читать фразы на улице, на рекламных щитах, везде. Вы не только в магазине можете там милофифоним, там милофифон, да, эти огурцы, там пильпелим, да, перцы прочесть. Вы можете уже как бы читать нормальные фразы. Вы уже понимаете, что люди там говорят. Вы можете прийти на детскую площадку и как бы сидеть, подслушивать, извиняюсь, понимать, что говорят дети, понимать, что с ними говорят взрослые. Это, кстати, очень хороший способ. То есть, понятно, взрослые разговоры, они на самом деле не очень такие, они сложные. Вот у вас начальный уровень иврита, хотите немножко практиковать вашу слушаемость и поднять мотивацию, идите на детскую площадку, посидите, отдохните. Послушайте, как говорят дети с родителями, родители с детьми. И вы как бы вот, вы будете много чего понимать в целом. Вот. Можете еще, если у вас есть свои дети, то задружиться с кем-нибудь и вот начать общаться. Это, кстати, хороший способ. Но если нет детей, то просто слушайте пассивно, так сказать. Вот, тоже вариант. Так что вот эта яма 500 слов, это страшная вещь. Но нужно как бы просто стиснуть зубы и довести словарный запас до 1000. Сейчас вот у меня 1000 есть. Сейчас я продолжаю ее наращивать. Просто вот, на самом деле это очень сложно, потому что, смотрите, вот как у меня идет обучение, рассказываю. Это называется сейчас самый эффективный способ обучения в мире иврита. Каскадный способ водопада. Он сводится к чему? Это научно доказанная вещь. Вот сейчас она как бы только стала, ну, не относительно недавно, она стала мейнстримом. То, что у вас должно быть, как бы, идет уровни знания. Вы учите какой-то материал. Дальше учите еще какой-то материал. Дальше еще, как пирамидка, как каскад какой-то, да? И у вас есть материал, который вы очень хорошо знаете. Материал, который вы знаете, ну, нормально. За материал, который вы знаете, не очень. Материал, который вы практически не знаете. И вам нужно вот повторять материал, который вы знаете, да, чтобы он стал на ступеньку выше. Дальше повторить вот этот материал, который чуть-чуть вы знали, чтобы он стал нормально. Вы его уже. То есть нужно учить не просто вот какой-то один уровень, а нужно все время, чтобы у вас была какая-то вот такая вот пирамидка, как водопад.
И вот вы вот так вот по нему туда-сюда проходите, да? И, соответственно, на самом деле это очень эффективно, потому что, ну, реально ты быстро довольно-таки, у тебя слова, они входят в тебя. Но проблема в мотивации. На самом деле водопад, с ним сложнее мотивация, потому что это психологически очень сложно. Вот почему вот я тоже начал офигевать. Мне дают 50 слов новых, 50 новых глаголов или новых прилагательных. И тебе их дают, ты их как бы записываешь все, и ты понимаешь, что ты знаешь из них 10 уже со старых времен каких-нибудь. Там еще 5-10 ты запомнил, и остальные ты вообще не бум-бум. Ты их видишь, как вот баран смотришь. Это нормально. Вот нужно себя приучить, что это нормально, так и должно быть. И просто потом постепенно ты возвращаешься к прошлым словам, которые ты когда-то учил, повторяешь их. Повторяешь, которые ты не очень знаешь. Повторяешь, которые вот эти вот новые, и они уже более знакомые. И потом учишь еще 50 новых. И вот так вот ты по вот этой пирамидке туда-сюда двигаешься все время. И это в плане мотивации тяжело, но это самый эффективный способ, и он работает, нужно просто к нему немножко привыкнуть. Вот, и как бы действительно словарный запас у вас будет расти как на дрожжах. Сразу скажу, вот этот способ, который я раньше практиковал, изучение иврита, когда ты учишь каждый день по 5 слов или по одному, это полная чушь. Это не работает. Вы не выучите никогда иврит, если будете в день учить по одному слову или по 5 слов. Это чушь. То есть нужен именно каскадный способ, каскад. Он самый быстрый, самый лучший. Но, наверное, если вы каждый день по 5 часов в Ульпане, и вам 5 этих слов дают, это традиционная система образования, нормально, да. В Ульпане вас там так дрючат, что вы хочешь, не хочешь, выучишь. Да, но вот именно если ты учишь самостоятельно, то тут вот этот каскадный способ, где вас нагружают сразу большим количеством слов, и ты вот по каскаду их вот так вот тасуешь все время. И важный момент тоже изучения самостоятельного иврита, нет ничего хуже, чем просто зубрить какие-то слова. Тут какое-то слово ты берешь, ты его зубришь. Нужны фразы. Нужно эти слова применять все время в разных фразах. Не в одной, то что типа они там ехоль мелофифон, они ехоль уга, они ехоль. То есть вот я ем вот это чушь. Нужно разные много фраз, и вы их не способны придумать. Для этого нужно вот идти по упражнениям по каким-то. Есть книжки с упражнениями, конечно, паршивые, в принципе, но есть и получше. В книжках хорошая грамматика. Книжки нужны для грамматики. Вот берете, лучше используйте электронные приложения, потому что там гораздо удобнее и быстрее вы научитесь всему. Вот. Но в электронных приложениях плохая грамматика, практически нигде ее нет, она не объясняется, поэтому грамматика по книжкам только идет. Вот. А без грамматики вы иврит не выучите вообще тоже. То есть можно, конечно, словарный запас насобачить, но нужна грамматика по-любому. И лучше все-таки, да, сначала грамматику пройти с какой-то такой базой, которую вы рыхло будете знать, и потом уже нафигачивать вот словарный запас. То есть вот способ, которым я сейчас учу иврит, мне кажется, он один из наиболее удачных. Вот. При том, что у меня очень плохая память. То есть вообще никакая память. У меня память, она работает на другие как бы аспекты. То есть я, например, запоминаю очень хорошо местонахождение каких-то объектов. Я там никогда не заблужусь нигде, в таком ключе. Такая пространственная память у меня хорошо работает, а память на новые слова, просто ужасная. Мне нужно очень постараться придумать ассоциации, чтобы как-то это все запоминать. Ну, кто смотрел мои стримы, видит. Тем не менее, это работает. Вот, так что, вот, то есть проблема мотивации, она реальна. Следующий аспект, про который я хотел еще сегодня поговорить, где там? Вот, написал себе на бумажке тут некоторые моменты. Да. Почем вы покупаете зубную пасту в Израиле? Я по 5,90. Вот такая вот дешевая, хорошая паста. Без рекламы, тем не менее. Вообще, еще какие-то моменты для вас специально. Что мотивирует вообще изучать иврит? Если вы тоже такой свободный художник, как я, или вы программист, например. Потому что программисту знать иврит, можно знать, можно не знать. Ваша зарплата не сильно от этого изменится, если вы нормальный специалист, вы всегда будете востребованы. Но вот мотивация понятна, во-первых, если вы решили жить в Израиле, то это вот погружение культурный, какой-то порог входа, да, в Израиль, это собственный язык. Вам нужно этот порог преодолеть, вам нужно, чтобы стать своим и понимать, что происходит, выучить. Это понятно, это хорошо. Вторая мотивационная ступенька, это то, что вы начинаете понимать, что происходит вокруг, это тоже мотивирует сильно. Следующая мотивационная ступенька, это в целом, знаете, учить языки полезно.
Почему учить языки полезно? Потому что вы тренируете память, и это, в общем, очень хороший способ избежать болезни Альцгеймера, например, ну и многих других проблем возрастных. Там, то есть, если вы учите что-то каждый день понемножку, с большой степенью вероятности вы не впадете в старческий маразм. Банально, да? Так работает. То есть нужно тренировать память. Это не гарантирует, что у вас не будет какого-нибудь инфаркта или какой-нибудь другой проблемы, да, но, по крайней мере, с головой у вас будет все в порядке. Если вы тренируете голову, учите языки, то это очень полезно для здоровья психологического. В этом плане иврит особенно удачен. Почему? Потому что учить, например, вот вы знаете русский язык или английский, учить французский после этого или любой язык, который вот такой же вот латинской группы, это абсолютно скучно, бессмысленно. Это как вот, грубо говоря, я не хочу обидеть никого. Французский, кстати, самый красивый язык из всех в плане звучания. Но учить французский после английского — это типа пустая трата времени, на мой взгляд, извините. Извините, все французы, я люблю французский язык, он красивый, я его сам учил. Но по сути, это одно и то же. Это все языки одной и той же группы. То есть немецкий, французский, английский, итальянский, испанский. Они все друг на друга похожи. Даже есть вот специальный способ изучать эти языки, очень простой, потому что там, половина слов, они одинаковые практически. Общие корни и так далее. Вот. И в этом плане Альцгеймера вы не избежите, я думаю, изучая много языков, которые одни и те же. А вот иврит, ребята, это абсолютно другой язык, абсолютно, это вот вообще другое. Мне кажется, для развития мозга, да, не только в плане вашей развития памяти, а именно развития когнитивных способностей вашего мозга, решения каких-то головоломок таких языковых, иврит — это, наверное, один из лучших языков. Если вы знаете русский или английский, то иврит, он в 1000 раз полезнее для здоровья изучать его, чем учить любые другие языки. Потому что он из другой группы, вот из этих семитских языков, и он, соответственно, совершенно по-другому ваш мозг развивает. Вот, это очень важный момент. Такая мотивация с точки зрения того, что ты занимаешься ивритом, это как, ты занимаешься спортом, да, чтобы быть здоровым. Ходишь пешком, чистишь зубы даже, да. Вот занятие ивритом — это, в принципе, то же самое для твоего здоровья, только здоровья когнитивного, здоровья психологического. То есть учить иврит — это очень полезно для здоровья. Вот такая мотивация. Следующая мотивация — это коммуникационная. То есть, если вы живете в Израиле, то по-любому, приятно, помимо того, что там культурный код, некультурный код, ты можешь в целом, с кем-то общаться. Общаться с людьми, у которых другой культурный код. Обогащаться от этого общения — это приятно. И, соответственно, ты потребляешь эту культуру. Это тоже следующая такая ступенька мотивации. Ты способен какие-то интересные новые традиции узнать. Может быть, узнать новые фильмы, новые книги, какие-то новые концепты. То есть это любопытно. Следующий момент — это эмоциональный момент. Меня тоже мотивирует, на самом деле, изучение иврита, то, что там очень много смешных моментов, например. То есть очень смешные есть слова. Там хульца — это у нас рубашка. Смешно просто звучит. Хульца. Вот. Там миллион слов. Ахер — это другой хер. Ахер. При этом, например, ахар — это позже, да, ахарай. При этом это вообще самое, наверное, смешное слово, говорите, действительно, вот это ахар, ахер, есть еще, например, слово ахур. Ахур — это зад. Зад — это тыл, в смысле, зад машины. То есть это не ваш зад это тахат. То есть вот то, что ниже, это тахат, нижняя часть. Вот, то есть, вот это, кстати, интересно, что вот это ахр, то есть вот просто ты меняешь там букву, звук и... Даже звук меняешь, даже не букву. И вот там 10 разных значений, и в принципе они нормально заходят. Вот. И вообще иврит, вы знаете, это все-таки один из древних языков, и он вполне очень такой логичный, лаконичный, и мне нравится, то есть вот это вот эмоции, да, еще раз. Мне нравятся эмоции в иврите, которые ты получаешь, как говоришь просто те или иные слова. То есть в иврите слово, например, хамуц, оно такое ужасно кислое слово. Или слово мар. Оно такое ужасно горькое какое-то. Или слово какое?
моток. Моток такое сладенькое какое-то слово. То есть вот, ну это я сейчас сказал, типа, кислый, горький, сладкий, да. То есть вот иврит, я еще раз далек от религии, от всяких мистицизмов, от всего этого. Но тем не менее в иврите вот чувствуется какая-то нативность. Чувствуется какая-то нативность за счет того, что это древний язык. И он как бы не испорчен еще, так сказать, потомками своими, которые, значит, там что-то вот допридумывали, как-то вот оно развивалось непонятно как, заимствовалось. Это очень древний язык, который, в принципе, не сильно очень изменился с древних времен, поэтому в нем есть какая-то нативность. То есть, как люди древние, они начали говорить там у-у-у, да, потом они вот из этого у-у там придумали название какого-то объекта. Сказали, о, хамуц, или мар, или моток. Вот. И вот это как-то оно, знаете, вот нативно. Потому что зачастую откуда берутся новые слова в языках? Ну, вот был там какой-нибудь древнеславянский, древний-древнеславянский. Откуда берутся новые слова? Там живут чуваки в лесу. Там где-нибудь вдоль какой-нибудь реки. Пришли какие-нибудь к ним там греки, например. Я не знаю, там приплыли. Варяги, я не знаю, кто угодно. Значит, принесли им какой-нибудь там кувшин. И говорят, типа, вот, смотри. Типа, эти говорят, что это такое? Ну, понятно, что они знают, наверное, что такое кувшин. Ну, какой-нибудь там инструмент. Эти говорят, типа, кувшин, говорят. Говорят, ушин. А эти как-то услышали так вот, у них еще не очень разработан рот, чтобы говорить эту букву, например, и они говорят, там, вместо ушина, который там был ушин, они назвали его кувшином. Например, ну, это просто пример какой-то абсолютно нерелевантный. То есть я имею в виду то, что вот иврит, так он очень древний, и он сохранился, в принципе, практически в том же самом состоянии, когда его воскресили спустя 2000 лет. Сделали языком таким повседневного общения, ну и переработали сильно, сделали более логичным. В нем все-таки сохраняется вот эта древняя логика, какая-то древняя нативность. И это приятно, это вызывает тоже приятные эмоции. Вот, следующий момент – это философия. Я рассказывал уже про философию иврита. И вот философия иврита, она очень забавная. Просто вот некоторые примеры вам приведу сейчас. Так, из того, что я выписывал. Ну, например, у нас есть замечательное слово грусть, которое цар. Цар – это грусть, сожаление, раскаяние. При этом однокоренное слово у него, ну, по крайней мере, похожее очень, это цаир. Наверное, даже однокоренное. Цаир – это молодой. То есть молодость, она приходит, ну, или грусть, она приходит из молодости. Я уже не знаю, что там первым, но это прикольно, то, что вот цар – это грусть, а цаир – это молодой. То есть такое ощущение, что человек, который когда-то придумывал вот это вот слово молодость, наверное, это был какой-нибудь старичок с такой бородой, который, так сказать, смотрел на молодежь и как бы вот грустно, цар, да, то, что ты уже не молод, ты смотришь на эту грусть и там сожалеешь о том, что ты уже как бы стар, и вот у тебя слово цаир, молодой, возникает, да, и, соответственно, например, слово художник, цаяр, художник, оно оттуда же происходит. То есть слово художник, оно, наверное, произошло от слова как раз там молодой. То есть цаир – молодой, художник – цаяр. Да? А все это произошло от слова цаар, которое грусть. То есть вот это, в этом есть вот, то есть в принципе весь иврит он такой. Это просто вот маленький вам примерчик. Поэтому, когда вот, ну, если вы видели мои стримы, мои прямые эфиры, где я учу иврит в прямом эфире, я разбираю так слова очень постоянно, ты вот сталкиваешься с таким, с философией. То есть в иврите есть своя логика, философия. Кто-то видит в этом, наверное, какие-то потусторонние, не знаю, там мистические, религиозные вещи. Это вполне можно разглядеть, конечно, безусловно. В зависимости от, ну, то есть как бы оно просто, тут как бы есть вот эта логика и философия, она очень глубокая, и, соответственно, для кого-то эта философия, она сводится к религиозным каким-то аспектам познания. Для меня к философским и логическим, культурно-историческим. У всех как бы свое. И это кайфово. То есть вот в русском языке, конечно, тоже такого много. У нас там тоже вот эти корни есть, но все-таки русский язык, я не знаю, наверное, за счет того, что мы просто не так сильно задумываемся.
о тех или иных словах. И русский язык, он все-таки очень сильно заимствован. То есть вот русский язык, он очень сильно из греческого пришел, а греческий тоже вот откуда-то там пришел. И, в общем, очень сильно много заимствованных вещей. И именно вот этой вот философии какой-то глубинной, ну, может быть, наверное, некоторые люди, они способны ее там где-то, профессиональные филологи, увидеть. Но вот я в иврите, она на поверхности вообще. В иврите ты как бы вот учишь язык вот сейчас, и я постоянно вижу вот эту, такое ощущение, что иврит это философское течение. Иврит это не язык. Иврит это философское течение. Вот, какое-то, ну, который, еще раз, многие его интерпретируют как, наверное, ну, какую-то часть религиозной какой-то традиции, да, можно так тоже делать. Но для меня это часть философской какой-то традиции. И это мне очень нравится, это тоже меня сильно мотивирует. То есть, наверное, вот когда я оказался вот в этой яме, после 500 слов, и у меня как-то мотивации не было учить дальше, я думал, вообще, нахрена я это делаю, во многом меня вытащил именно вот этот аспект. То есть, почему мне нравится изучать иврит? Видите, у меня способностей, еще раз, к языкам нет. Вот у штукенца, у него в 1000 раз больше способностей. Наверное, вот если взять вот так вот, знаете, рейтинг людей, у которых наименьшие способности к языкам, я, наверное, буду где-то вот вообще, как бы вот реально, у меня практически вот тупее меня в изучении языков очень мало людей. Я вроде не глупый человек, но у меня какие-то свои сильные стороны. У меня там неплохой логический аппарат есть, я там программирую хорошо, там что-то могу сделать. Вот, я пишу песни, стихи, книги, то есть я оперирую чем-то, каким-то вот языком, который у меня есть, да, но именно в себя что-то новое засунуть мне очень тяжело. Вот, и тем не менее, меня это очень сильно мотивирует именно вот этот философский аспект иврита, он меня прет, мне очень он нравится. И, конечно, безусловно, хоть я и такой, знаете, стоический, я такой стоик в этом плане, за научный метод познания, я как бы очень крайне далек от вот этих всех мистических вещей, но я не могу не признать то, что когда ты изучаешь иврит, очень сильный соблазн действительно поверить в какую-то логику, которая там есть, какую-то потустороннюю логику. Потому что действительно он очень лаконичен и очень прекрасен. Вот в каком-то таком вот своей философии. И хочется, правда, вот куда-то, знаете, уйти в какую-то религиозную вот эту вот тему, но я, конечно, себя от этого, ну не то, что я себя от этого берегу, просто у меня такой спектр, так сказать, широкий спектр научных знаний, который мне абсолютно точно дает мое личное понимание такой целостной картины мира, которая, ну, не способна как-то поколебаться даже от такого прекрасного культурно-исторического, философского предмета, как иврит. Вот. Это кто знает, что будет дальше, ребята. Вот. Может быть, иврит меня победит когда-нибудь, когда я его выучу получше и прочитаю такие Тору. Это у меня в планах. Значит, ну, я сомневаюсь. Я думаю, я до конца жизни буду таким агностиком. То есть я, в принципе, допускаю возможность, вероятность того, что действительно что-то такое вот существует. Потому что я не могу доказать обратное. Но при этом все-таки картина мира, которая у меня есть, она зачастую я вижу больше доказательств того, что таки мир материален. Абсолютно, и, к сожалению, очень несправедлив поэтому. Значит, следующий аспект – это творчество. Вот вы не поверите, но у меня в процессе изучения иврита очень как-то развивается какая-то творческая жилка. Ну, не развивается, а просыпается. Я вот когда, ну, так плотно поизучаю иврит, мне начинаю писать какие-то стихи, ну, на русском языке. Вот. Я, честно говоря, боялся, что я сейчас вот буду учить иврит, и у меня вылетит английский язык. И у меня как-то русский обеднеет. На самом деле, это чушь полная. Вот, потому что, ну, общеизвестный факт, немножко науки для вас, ребята. Человек использует свой мозг на 5%. И чтобы как-то вот эти 5%, и причем основная часть из этих 5% это обеспечение жизнедеятельности. Ну, мы же не думаем о том, чтобы наше сердце там билось, чтобы легкие там дышали, чтобы пищеварительный тракт там определенно работал, это очень сложная схема. То есть это 5% из них как бы на наши когнитивные способности, ну там зрение, опять же, сколько вот обрабатывать вот эту всю информацию, переворачивать ее, да. То есть как бы осознанные именно мыслительные процессы, они занимают там доли процентов каких-то. А все остальное, это вот мозг на 5% загружен именно обеспечением жизнедеятельности, обработкой там, наших органов чувств, грубо говоря. Ну это как вот в играх. Там графика – это основное, что
нагружает процессор вашего компьютера. А именно игровая логика это там 10 if-else'ов каких-нибудь несчастных, абсолютно тупых. Вот. Я другую игру делаю, более интересную. Потом поиграете. Вы можете, кстати, сейчас поиграть. Ну, у меня как бы две игры, которыми я занимаюсь, open-source, это Тангария, самая сложная в мире игра, между прочим. Да, удивительно. В Израиль переехал разработчик самой сложной в мире онлайн-игры. Здравствуйте, это я. Игра Тангария. Tangaria.com это самая сложная в мире мультиплеерная игра. Вот я ее занимаюсь уже 5 лет, и, пожалуйста, можете поиграть. И еще я занимаюсь Алодами. Алоды 2 это лучшая русская МОРПГ. Ну, русскоязычная, потому что в России делала компания Невал. Легендарная, я держу сервер в нее, и то, что много чего переделал, тоже заходите, посмотрите, rom2.ru. Tangaria.com, rom2.ru. Но это для тех, кто играет именно на компьютере, на телефоне в такое не поиграешь. Там нужна клавиатура. Вот. Ну и сейчас я делаю уже другую игру для мобильных в том числе. Скоро она появится, я надеюсь. Так вот. Скромный немножко момент рекламы. Самое сложное не значит самое популярное, естественно. Чем сложнее что-то, тем оно менее популярно, и в нее играет очень мало людей, именно во многом, потому что там очень высокий порог входа, как и в иврит. В иврит очень высокий порог входа. Это на самом деле самая забавная вещь, то что чем сложен иврит, на самом деле больше всего, это порог входа. Вначале ты боишься просто, этот алфавит, буквы читать справа налево. Я вообще, знаете, это смешно. Я когда только начал учить иврит, и я открывал какие-нибудь там книжки, и как я начинал читать? Ребят, я начинал читать снизу, я знаю, что справа налево, я начинал читать снизу вверх. Все, ты читаешь вот так вот. Я думал, что так нужно читать, реально. И мне кажется, если спросить там 90% людей, которые вот так шапочно знакомы с ивритом, они вам скажут, что нужно читать вот так. Штукенция, кстати, Штукенция. Да. Я вот ей недавно... Штукенция уже изучает иврит сколько? Сколько ты изучаешь иврит? Ну, ты месяц проходила курс в начале, вот сейчас вот 2 месяца изучала, да? И вот я, неделю назад говорю, Штукенция, ты прикинь, я раньше думал, вспоминал просто смешные моменты, раньше думал, что читать нужно, справа налево, снизу вверх. Штукенция говорит, ну да, снизу вверх, а как? Ну, потому что она еще ничего не читала в своей жизни, вот так вот. Я говорю, Штукенция, то есть реально, 90%, мне кажется, людей, они думают, что нужно читать, что евреи читают снизу вверх. Вот, это просто забавный момент. То есть вот очень высокий порог входа в иврит, и это забавно. Точно так же, как в мою игру Тангария. Так что даже не пытайтесь. Ну, попытайтесь, это будет весело. Следующий момент, то есть творчество, конечно, действительно, меня иврит как-то вдохновляет. Чего? Ну я английский не забываю, я учу иврит на английском, но нет, я просто все время слушаю книжки на английском и делаю стримы на английском, и английский это часть моей повседневной жизни, как и русский. Но вообще, конечно, наверное, если ты редко пользуешься чем-либо, ты это забудешь. Если я сейчас, я 1000 слов знаю, такой весь из себя, крутой хожу. Если я сейчас на месяц забью на иврит, да даже на неделю, мне кажется, мой словарный запас активный сократится до 500 слов. Если я год не буду говорить, я, вспомню 100 слов. То есть это все мгновенно вылетает, нужно пользоваться. Или толку нет. Вот. Следующий момент в иврите. Последний – это логика. То есть я отдельно хочу выделить. Философия, но все-таки логика. Иврит, он реально логичный. Очень. И он в плане логики похож на языки программирования. Я про это уже говорил в одном из своих видео. Вы, когда учите иврит, вы видите действительно, он просто реально как конструктор. Вот эти биньяны, глаголы, они совершенно собираются по кубикам. И это тоже мотивирует в том плане, что иврит это не какая-то магия, это не какая-то не какая-то зубрежка. То есть в иврите, конечно, зубрежки столько, прям много. Но если ты проходишь, как я, если вы проходите такой курс, то ее очень мало становится. Вот. Потому что ты просто все время разные интересные фразы читаешь, разные предложения, и поэтому заходит как-то хорошо. То есть зубрежка, она замещается именно практикой. То есть как можно зубрить именно слова какие-то, это очень скучно и
бессмысленно. А именно когда у тебя идет практика постоянная, это по фану. И вот, ну, логика, ты видишь эту логику. Логика есть во всем. И это большой плюс. Я не знаю, как там вот в древнем иврите, да, ну вот именно новый иврит, который там 100 лет назад воссоздали, он очень логичный и клевый. Вот это тоже меня мотивирует. То есть вот там дюжина есть пунктов, которые меня мотивируют учить иврит, несмотря на то, что я как бы ну, не планирую вообще его использовать в своей какой-то деловой жизни, способе зарабатывания денег. Я другими вещами занимаюсь совсем. Но именно как бы на первом месте, конечно, то, что я хочу стать полноценным израильтянином. На втором, то, что мне как бы ну, нравится изучать иврит, то, что он такой и философия, и логика, и он просто интересный, и культурный какой-то аспект большой. На третьем месте это, наверное, вот этот момент. Сейчас я что-то вылетело. Памяти, да, то есть здоровье. То есть мне нравится то, что я нашел себе какую-то тренировку для мозгов. Я воспринимаю даже иврит вот действительно как какое-то упражнение, которое каждый день, ну там, мой мозг должен отжаться 20 раз, вот, чтобы лучше себя чувствовать. И вот как-то вот можно три основных, вот из этих всех, которые я перечислил, можно три основных. Первое, это, конечно, стать израильтянином. Второй момент, это чисто такое вот удовольствие, так сказать, момент. Хорошее слово есть. Вот я говорю, что нет, иврит у вас не вылетят никакие слова. Вот у меня вылетело слово. Бась, эпикурейское такой вот как бы момент эстетики какой-то, да, вот мне вот. Первый момент это интеграция в Израиль. Второй момент это эстетический, который связан, это и философия, и логика, и все. Мне эстетически нравится иврит. И третий момент это тренировка для мозгов. Вот 3 пункта мотивации для меня. Если вы попали в яму 500 слов, то что я могу сказать? Просто берите и фигачите дальше. Берите, напрягитесь и дальше продвигайтесь. Причем, вот если вы начнете сейчас изучать Duolingo, начинайте с самого нуля. Там можно взять и пропустить несколько уроков. Не пропускайте ни в коем случае, начинайте с нуля, даже если вам вначале скучные уроки будут казаться, ну просто быстро их пройдете. Это важно, начинать с нуля, потому что там на самом деле будут какие-то слова, которые вы не знаете. Вы там что-то вспомните. То есть вот нужно всегда, когда вы какой-то курс начинаете изучать, всегда начинать лучше с нуля. Но это не относится к ульпанам, потому что если ты уже как бы на интермедиате, то уже лучше идти в ульпан, где там не нужно изучать алфавит. Вообще изучать алфавит это такая вещь, которую можно вот за неделю. Ты этот алфавит будешь его помнить наизусть, знать, писать на нем просто самостоятельно в день по полчаса. Это вообще не проблема. Алфавит это меньше из... Это самое простое, что есть в иврите. И то, что там нужно читать справа налево, это самое вообще простое. Это все как бы... Просто нужно писать. Вот я вот писал, вот у меня тетрадка, помните, я рассказывал, тетрадка, которая стоит, сколько стоит? 23 шекеля стоит тетрадка, господи. Вот, я, ну, помойки найдено. Я ее уже почти всю исписал. Естественно, это все иврит. То есть вот у меня в серединке осталось буквально, не знаю, там страниц 10. Да, а так она с двух сторон исписана. То есть я уже на иврите пишу как бы свободно. Свободно в том плане, что вот я спокойно пишу, там справа налево привык, и мне нравится. Мне кажется, почерк на иврите у меня гораздо красивее, чем почерк на русском языке. На русском я как курица лапой пишу, а тут как-то заглавные буквы, как-то они их просто писать, не знаю, наскальная живопись. Вот, хотел с вами этим поделиться сегодня. Давайте обсуждать, буду ждать ваши комменты, расскажите, как вы учили иврит, что вас мотивировало, была ли у вас яма, выгорали ли вы в плане изучения иврита. Я уверен, что среди людей, которые смотрят эти видео, многие находятся в яме, многие выгорели, многие устали, многим тяжело идти дальше, многие уперлись в какой-то потолок, потом забили. Ну, в общем, ребята, вот вам мотивационные пункты, берите и начинайте, просто понемножку, это прикольно. С вами был канал Культурный Код. До новых встреч, жду ваших комментов. Подписывайтесь на канал.